Привет, друзья! Привет всем! С вами Макс. И в этом видео я бы хотел вам рассказать об одной книге. Да, это не реклама, конечно. Я думаю, что вы все знаете эту книгу. В этой книге есть несколько, на самом деле много очень интересных и действительно полезных идей. И я вам сейчас расскажу, почему я так думаю. Вот, и эта книга называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Это книга Стивена Кови. И я первый раз прочитал эту книгу наверное, где-то в 2008 или в 2009 году. И это была одна из первых книг мы называем такие книги по личностному росту, да, личностный рост, или по развитию личности, да, по развитию личности. Вот здесь есть надпись «Развитие личности». Вот, и сегодня я хочу вам просто рассказать об одной идее, рассказать из этой книги. Это не бук-клаб, я не буду читать, я просто вам расскажу то, что я считаю очень нужно и полезно. Потому что у меня всегда была такая идея делать видео и материалы не только для изучения языка, но и для того, чтобы развиваться, да, как личность, чтобы обсуждать какие-то вопросы, которые действительно важные, да, которые важны. Сегодня топик нашего видео это этика личности или этика характера. Это самое начало книги. Вот, и в этой книге, в этой главе, да, в этой главе Кови говорит о том, что такое этика личности и что такое этика характера. И на самом деле это это основная мысль, основная идея книги. Это та концепция, которую обязательно нужно понимать и знать. И что это такое этика личности и этика характера? В чем разница? Кови, он занимался вопросами изучения нашего восприятия, как мы воспринимаем мир. И он хотел найти ответы на вопросы, да, по развитию личности, по работе восприятия, да, по самосовершенствованию, тоже хорошее слово, самосовершенствование, да, самосовершенствование. Кови начал читать, да, он американский писатель, и он начал читать много разной литературы, очень много. Он сказал, что он прочитал почти всю литературу, которая была издана, то есть опубликована в США, начиная с 1776 года. Вау! Вау! И какой результат был, да? А результат был такой. Кови сказал, что вот 200 лет, да, мы возьмем 200 лет истории Америки. Он говорил про американских писателей. 150 лет истории, да, люди писали об этике характера. А сейчас, последние 50 лет, люди пишут в основном про этику личности. Да? То есть раньше, 150 лет, люди занимались развитием этики характера, как называет Кови. Да? Что такое этика характера и этика личности? Этика личности – это такие приемы, техники, такие навыки,
такой социальный аспирин, как говорит Кови. То есть это какие-то техники и навыки, которым мы можем быстро научиться и использовать в жизни. Ну, например, не знаю, такие писатели, как Дейл Карнеги, Брайан Трейси, да, вот, например, успешная техника продаж, да, или как быть счастливым, или как развить позитивный настрой к жизни, ну, вернее, позитивное отношение к жизни, да, или позитивный настрой. Вот все эти вещи — это этика личности, как говорит Кови. То есть это очень поверхностный уровень, да. Мы учимся, как продавать. Мы учимся, как влиять на людей. Мы учимся, как использовать разные трюки, да, и техники, чтобы получать то, что нам нужно. Но при этом мы не меняем самого себя внутри, глубоко. То есть мы используем такие инструменты, быстрые инструменты, которые нам позволяют лучше продавать, да, или более эффективно общаться с людьми, или более эффективно рекламировать товар, да, или, не знаю, даже отношения, чтобы отношения были более эффективными. Да, тоже трюки какие-то. А что такое этика характера? Кови говорит, что этика характера это что-то более глубокое. Да? Этика характера — это то, о чем писали американские авторы первые 150 лет истории Соединенных Штатов. Да? Какие авторы? Он говорит, что одна из самых лучших книг — это автобиография Бенджамина Франклина. Вот это, он говорит, самое лучшее. Ну, от себя я могу добавить таких авторов, как Генри Дэвид Торо, Эмерсон, Джордж Джордан и так далее, другие разные авторы. И какие качества являются основными? Какие качества являются фундаментом для успеха? Да? Не для быстрого успеха, а для действительно такого полного, настоящего успеха. Что Кови вкладывает в понятие этика характера? Что он говорит об этом? И здесь есть такие слова, да. Ну, во-первых, целостность личности, да, целостность личности, скромность, верность, умеренность, справедливость, трудолюбие, простота, да. Вот эти все черты характера, да, вот эти все навыки, если мы их можем так назвать, да, такие глубокие навыки, они являются фундаментом нашим, они очень важны. Далее Кови говорит, что есть первичное и вторичное. И этика характера — это первичная, а этика личности — это вторичная. И он не говорит, что нам не нужны техники по продажам, что нам не нужны техники, как достичь эффективности, да, тайм-менеджмент и так далее. Нет. Он говорит, что это вторичные навыки, что прежде всего мы должны работать над своими, над теми сторонами личности, нашей личности, которые более такие глубокие, более основные. И сейчас я хочу прочитать несколько отрывков из книги Кови. Вот. Он пишет: так, используя способность человечества строить на фундаменте, заложенном предыдущими поколениями, мы
оказываемся настолько поглощенными строительством, что забываем про фундамент. Да? То есть в прошлом люди построили фундамент, мы начинаем строить здесь, да, все дальше, но мы забываем про фундамент, нам нужно поддерживать фундамент. Вот такая метафора. Дальше он пишет: если я использую стратегию или тактику влияния на людей, чтобы заставить их делать то, что я хочу, да, например, работать лучше на меня, вот, а мой собственный характер при этом далеко не безупречен, да, безупречен означает не идеальный, то я не смогу добиться долгосрочного успеха. Да, я не смогу добиться долгосрочного успеха. Вот. И последнее. Кови сравнивает такой подход с фермой. Он говорит: посмотрите на ферму. Посмотрите на ферму. Ферма — это натуральная, это такая естественная система. Да? Сначала заплати, потом получи. Что посеешь, то и пожнешь. Да? Вот эти вещи, они очень видны на примере фермы. Да? То есть нельзя что-то взять, если ты что-то не отдал. Это такой закон. Я бы хотел закончить цитатой Джорджа Джордана. Каждый индивидуум наделен чудесной силой, невидимой, неслышимой и неосознаваемой, влиять на других людей самой своей жизнью. То есть самой своей жизнью мы влияем на людей. Нам не нужно использовать техники и трюки. Да? Мы, вот такие, какие мы есть, мы уже влияем на людей. Друзья, если вам понравилась книга, и если вы хотите, чтобы я рассказал про другие идеи, про сами 7 навыков в своих видео, то напишите мне, и мы продолжим говорить о книге Кови и об идеях из этой книги. Всего доброго, до встречи!